Здравствуйте, друзья! Что будет, если отдать Курильские острова? Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. А если вы впервые на моем канале, то пожалуйста подпишитесь на него и включите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ссылка на статью в описании. Автор Андрюха Червонец. Курильские острова – цепь островов между полуостровом Камчатка и островом Хоккайдо, чуть выпуклой дугой, отделяющей Охотское море от Тихого океана. Протяженность – около 1200 километров, общая площадь – 10,5 тысяч километров. К югу от них проходит государственная граница России с Японией. Острова образуют две параллельные гряды – Большую Курильскую и Малую Курильскую, включают 56 островов, имеют важное военно-стратегическое и экономическое значение. Курильские острова входят в Сахалинскую область России. Южные острова архипелага и Туруп-Кунашир-Шикотан и группа Хабо-Маи оспариваются Японией, которая включает их в состав губернаторства Хоккайдо. Первое разграничение владений России и Японии на Курильских островах было сделано в Симотском трактате 1855 года. Документ узаконил японские территориальные захваты. Россия была вынуждена отказаться от своих прав на 4 южно-курильских острова – Кунашир и Туруп, Шикотан и Хабо-Маи, которые отошли к Японии. Острова к северу от острова Туруп объявлялись владениями России, а Сахалин продолжал оставаться совместным, нераздельным владением двух стран. В 1875 году в обмен на право владения Сахалином Россия передала Японии все Курильские острова. После поражения в 1905 году в русско-японской войне Россия передала Японии южную часть Сахалина, а также Ляодунский полуостров с портами Порт-Артур и Дальний. В феврале 1945 года на Ялтинской конференции Советский Союз, США и Великобритания подписали соглашение, согласно которому СССР взял на себя обязательство начать войну с Японией, а по завершении боевых действий Советскому Союзу возвращались южная часть Сахалина и Курильские острова. 2 сентября 1945 года был подписан акт о капитуляции Японии. В тот момент, когда японский представитель поставил свою подпись в акте капитуляции, вступили в законную силу решения Ялтинской конференции 1945 года, согласно которым Советскому Союзу возвращались территории, ранее принадлежавшие России и затем присоединенные к Японии. Южный Сахалин и Курильские острова вновь стали российскими. Несколько лет назад японцы честно заявили, что в случае возврата северных территорий Курил они будут скрупулезно исполнять перед американцами свои союзнические обязательства и непременно предоставят эти острова под размещение военных баз США, если США об этом попросят Японию. Как прозвучало дословно из уст секретаря Совета Безопасности Японии Сётаро Яти, если острова перейдут Токио, на них будут распространяться договор безопасности между Японией и США. Спорные острова называются и Туруп, Кунашир, Шикотан, Хабо-Маи. Японцы требуют все 4 острова. Но если отдать и Туруп, и Кунашир, то это может привести к пересмотру статуса Охотского моря, как внутреннего моря России, со всеми вытекающими отсюда последствиями. В настоящий момент ни одна страна не имеет права на лов в нем рыбы без разрешения России и не имеет никаких прав на разработку недр на его дне. Акватория моря 1 603 000 квадратных километров. Для сравнения, это как сложить вместе площади таких стран, как Украина, Молдова, Беларусь, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия вместе. И еще на дачу в виде Дании останется. Но экономические моменты – это не самые существенные вопросы. Во-первых, между островами есть прямой выход российских кораблей в Тихий океан через незамерзающие зимой проливы. Во-вторых, если Охотское море перестанет быть внутренним, то тогда 10-мильная зона
и военные корабли НАТО в Охотском море будут находиться у себя дома всего в 20 километрах от побережья. Это не самый лучший итог, который Россия устроить определенно не может. России следует быть цинично откровенными, просто игнорировать японцев с их претензиями, прекратив все переговоры на тему Курильских островов. Так как Пентагон не намерен сокращать свое присутствие в Японии, размещение американских баз на Курилах в случае их передачи было бы подходящим решением и для Токио, и для Вашингтона. Территория того же Итурупа может быть использована и для передислокации части военных баз США на Окинаве, чего упорно добивается население этого японского острова. Американцы мгновенно построят на Итурупе и Кунашире базы. Насколько можно полагаться на заверение о том, что этого не произойдет, свидетельствует опыт вывода наших войск из Германии. Тогда тоже обещали не расширять НАТО на восток. Напомню один интересный исторический факт. На Портсмутских переговорах 1905 года российский представитель Сергей Витте, пытаясь выторговать права на Сахалин, сослался на договор от 1875 года, по которому за эту землю Россия уже отдала Японии все Курильские острова. Ютаро Камура, глава японской делегации, на переговорах на это заявил: «Война перечеркивает все договоры. Вы потерпели поражение, и давайте исходить из сложившейся обстановки». Так что хотелось бы просто напомнить японцам эти слова. Максимум, до какой черты можно разговаривать, это совместное экономическое освоение ресурсов двух мелких островов. Шикотан и Хабамаи в свое время были обещаны японцам в случае подписания ими мирного договора, но не было сказано, на каких основаниях и под чей суверенитет они попадают. Может, в аренду передать или под совместное управление, кондоминиумом. Да, гипотетическая передача Шикотана и Хабамаи не поменяет статуса Охотского моря. Но российская принадлежность должна оставаться незыблемой. Российская юрисдикция не позволит американцам требовать от Японии соблюдения военных обязательств по отношению к себе любимым. Японцы просто скажут: по этому вопросу разговаривайте с русскими, поскольку территория их, а значит и военных баз США там не будет. Автор Андрюха Червонец. Если честно, то мое мнение таково. Наше правительство уже вовсю отдает земли Сибири китайцам. Не хватало еще из жадности и продажности наших чиновников потерять еще и русские Курилы, как когда-то мы потеряли русскую Аляску. Такое ощущение, что в правительстве нашем сидят какие-то предатели и делают все, чтобы было хуже русскому народу. Пишите свои комментарии по этому поводу, буду рад их увидеть. Вот такая интересная статья попалась мне сегодня, и я решил поделиться ею с вами. Надеюсь, вам было интересно. А если хотите не пропустить следующие мои выпуски, подпишитесь на мой канал и отметьте колокольчик. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.